Здравствуйте! Здравствуйте! Заходим. Идем. Это бунгало дяди Саши. Добро пожаловать! Сегодня мы посмотрим тентхаус дяди Саши. Меня не снимайте. Меня не снимайте. Последние 10 лет просто даже не знаю, что вам сказать. Не то, что потерялся в этой жизни, но все так банально устроено в этом мире, что пришел, поел, на работу сходил. И 10 лет моей жизни, в которой я работал, предпоследней, я даже их не помню. Я помню проходную на завод и назад. И вот так вот моя жизнь. Я так, опаньки, дядя, а тебе же полтос, выходить скоро. Ну, сами понимаете, земля круглая, мы путешествуем вокруг солнца, а потом уже все. Что сделал? Ничего такого особого. Ну, как у всех, все как у всех, знаете, вот как у всех. Машина, квартира, там, может быть, еще что-то. Борюсь за то, что вижу, как на глазах погибает все вокруг. В этих местах, вот вы приехали, оценили, что красиво, все. Здесь раньше были болотные черепахи. Здесь летали такие птицы, которых вот уже в Красной книге, наверное, нет. Вот последние вот 2-3 дня назад я показывал, и буду еще показывать вам видео, где убита птица редчайшая. Уничтожается все, вся живая растительная флора и фауна. Вот тут росли такие растения, которых, наверное, уже и вы не увидите. И я уже последних лет 5 не могу. Называется башмачок Венеры. Это такое растение редчайшее. Все нету. Вот на той горе они были, там пришли туристы, я им сказал, будьте осторожны, пожалуйста, не ходите только на эту гору, вот, пожалуйста. Они что, пошли на ту гору и развели в самом там, на том месте костер, где просил не заходить. Все, и там выжгли, и с тех пор там ничего не растет. Здесь были лекарственные травы, тоже нет. Борщевик захватывает практически всю территорию, даже у меня на огороде тоже борщевик, я уже не знаю, как с ним бороться, он все руки обжег. Значит, моя бабушка била крапивой по лыткам, ну, по икрам, когда я брал с собой на озеро мыло. Я говорю, бабушка, что ты меня, за что? Она говорит, а на во что мыло брал? На во что мыло взял? Я говорю, помыться. Говорит, в бане помоешься, а здесь только купаться надо. Вот так вот воспитывали. А теперь приехал, банки бросил, костер пожег, возле самого озера бычки покурил и в озеро бросил. Класс! Можно больше добавить лука? Кружки есть. Очень вкусно будет. Не, мы так Я чисто с понимаю. чайком. Вы же никуда не торопитесь? Не, мы никуда. Жизнь такая, что Сливы тоже надо помыть. свой путь важен, вот, как личности. И только тогда ты сможешь поселить добро и любовь в сердцах других людях, именно показывая хороший пример, коим вы являетесь. Но как сформировать, что такое добро, что такое зло? Вот, а кто мне скажет? Я пытаюсь общаться с людьми таким образом и с окружающим миром, чтобы передо мной люди старались раскрыться с самой лучшей стороны. Если это у меня будет получаться, я буду счастлив. Только через сердце мы сможем открываться. Не мы, а я. Я могу открываться через сердце. Хорошо поправил. И на своем опыте я могу сказать, что пока что это волшебство, когда ты включаешь сердце, а не ум. Надо мне это, не надо, а может это, а может то. А ты просто послушай себя, чего ты хочешь на самом деле. И вот иди туда. И люди будут приходить вовремя и своевременно, и все будет происходить, складываться удивительным образом для тебя. Именно когда ты будешь видеть, что каждый человек в твоей жизни это какой-то учитель. Абсолютно каждый человек, не в зависимости от того, как он выглядит. Даже если это дядя Петя, который пришел, оставил бутылок и сигарет и сказал, мне пофиг, вот что вы обо мне думаете. Вот даже вот этот вот человек будет учителем для нас, потому что для меня. Потому что он несет в себе ту часть меня самой же. Adesso stiamo andando a raccogliere un po' di spazzatura dal bosco qua vicino. Ну не было. А тут вот вы появились. Я думал, ну может. А вот как
Уберем, вот место чистое. Уже 5 пакетов. Это только август, и я практически не ходил. Это вот мы какие-нибудь бумаги тоже. Это все можно. Ну, это само растворяется. Lui mi dice, ma perché mi riprendi? Non c'è bisogno che sia in qualche modo un eroe che faccio questo, lo farei anche senza che qualcuno mi riconoscesse quello che faccio. Io gli rispondo, però bisogna pur documentare, no? Ritengo molto importante l'umiltà come valore, fare del bene senza chiedere nulla in cambio, senza alimentare quello che è l'ego, quello che è il desiderio di potenza, di protagonismo. Fare del bene ma in silenzio. Sono commosso, sono veramente commosso. Я эту деревце, говорю, лет 10 посадил назад. Ну, может, меньше, больше не помню. Специально возле дороги. И вот эти яблоньки тоже я вот все посадил. Чтобы когда человек шел, путник, потому что сам много путешествовал какое-то время, и чтобы вот он увидел эту яблоньку или грушу и съел по дороге, и вспомнил, вот, ему легче стало в пути. Да. И когда-нибудь будешь идти, вот яблоньку вспомнишь, скушаешь. И мы обязательно посадим дуб. Обязательно. Я хочу, чтобы ты когда-нибудь в Италии сказал, я вот дуб посадил в Беларуси. Да, надо обязательно. Потому что это такое долгое такое дерево, оно Сильное. да, сильное, оно мощное, долго растет, но при этом под ним приятно посидеть, отдохнуть. И именно этими маленькие яблоки, да, Да, их после потом войны. запаривали в котлах, в печке, и что-то можно было кушать, хоть что-то. Потому что бабушка рассказывала, они лебеду тут ели, кору с деревьев ели. Ну, потому что нечего было кушать, вообще такой голод был. Хотя вроде как и деревня, но немцы забирали, партизанам надо было помогать. Вот он почти. Смотри, какой мелкий. Ну, тут не считается, что вот это камешки. Он настолько мелкий, он как наждачечка нулевая. И все было в белом таком, ничего. Я плыву, и я прям погружаюсь в вот самое глубокое учение, которое я хочу в жизни постичь. Недвойственности, это в моменте присутствия здесь сейчас. И оно такое настоящее, когда тебе ничего не нужно за следующим гнаться, а присутствие вот в этом. Солнце отражается, и как, я не знаю, как какие-то такие спектры, они вырастают там, лучи такие прямо снизу идут, и прямо на меня, и я прям вообще не могу. А потом, когда назад плыл, делаешь грибок, и от ладони вода, ну, такие бурбалки идут, и такие, как вот, как монетки, но они такие блестящие, и как будто какие-то фракталы или что. Надо действовать, надо... нет, не надо. Читаю книгу, и здесь самое главное, то, что мне не дает действовать, как я хочу, и там выбирать жизнь, это слово «надо». И здесь предлагают заменить слово «надо» на слово «я выбираю». Вот, потому что «надо» действует из какой-то неудовлетворенности и накрыть. Углы ободраны. Это искали деньги. Здесь искали по углам, вот где она лежала, Ну, вот тут, тут, да. да. А это вот вандалы у меня вырвали счетчик, срезали провода все. У меня света нет. Ну я же про печку тоже говорил, вот вырвали железную эту. Железо, все двери, И вот да. я знаю, что помнишь, ты уже снимал Да. уже, что вот печка треснула, и поэтому я не могу. Ну, И я- вот кровать у меня украли. Видишь, на деревянных лежит. Тут была железная кровать. Да. Металлическая, еще царская. Мне, я честно скажу, не совсем понятно ваш вот этот Корони фестиваль. Ну, потому что Да. я и не был практически, Мгм. только зашел. Вот.
поздоровался. Но мне понравилось, что там все люди не злые, какие-то такие на своей волне. Ну, вот такие есть люди. Да. И как бы осуждать, или меня кто бы осуждал, зачем? Правильно? Мы пожили, посмотрели друг на друга. У меня раньше так, вот идешь, здравствуйте, и друг на друга смотрят, и по глазам видно, там кто что, чего там сделал или собирается сделать, как рентген, раз, там все понятно. А в городе все такие, привет, пока, по телефону что-то. И на глаза больше друг друга не смотрят. Не то, что не смотрят, в этом нет необходимости уже такой, нет необходимого контакта. Все роботы, все запрограммированы на какой-то мнимый успех. У одного успех 2 рубля, у другого 3 рубля. Вдруг какой-то катаклизм. Вот нету света. Сколько уже было таких моментов? В городе нету света. Оп, нету воды, на секундочку. Нету еды, дефицит всех паники. Вот этот коронавирус же был, да? Паника какая. Люди там, не знают, их как в тюрьмах закрыли в этих квартирах своих. Там по с ума, наверное, посходило. Потому что нету другой, иной модели поведения, которая изначально в нас есть. Все, за каких-то там 30 лет всех нас сознание изменили, и все, и мы беспомощные становимся, как в муравейнике, вот, который приходит, вот он уже муравей, он же, собственно говоря, он не может покушать ничего сам, хотя он там трудится, там приносит этот муравейник еду, а его кормит это большое, ну, там, матка получается, или как это большое создание, которое контролирует всех, она там выделяет какую-то сладкую жидкость, и он не кушает ее. Сейчас посадить зернышко, с которого вырастет и на следующий год, и на следующий, и следующий, как раньше было, уже невозможно. Надо покупать эти семена, потому что они не плодятся. Они год-два, и все, и вымирают. Иди покупай. Тебе один раз продадут, а второй раз не продадут. Или будут спрашивать, а зачем тебе? Cerco di arrivare per stasera a San Pietroburgo, sono circa 600 километров. Смотреть его серии про российские регионы, куда ты собираешься ехать. Про Кавказ у него тоже есть. Спасибо. Sono fortunato, passaggio diretto, 600 km circa. Si riparte, mancano ancora 2 ore, ce la faccio a ritornare in giornata a casa. Persone qui aspettano il pullman. Si ritorna a una routine quotidiana cittadina. Благодарю. Спасибо большое. Всего хорошего. Огромный опухоль мозга, геморрой в бороду. Хочу минут 15, слегка провернуть череп. От бесконечных речей, пустых ночей. Хочу спрятаться куда-нибудь, чтобы без палева. Никого не слышать. Здравствуйте. Так, смотрите.